Всем привет! Мы с доченькой едем в деревню проверять, что наш папа там за 2 дня сделал. Ну и помогать ему. Сегодня Всем привет! Я сегодня за камерой. За камерой. Покажем сегодня, что мы будем делать. Дорогу поснимай, город. Я и снимаю. А? Я и снимаю. Я дорогу и тебя снимаю. В магазине сюда едем. Хорошо. В какой? Зарю. А? Зарю. Мы приехали в магазин «Заря». Сейчас будем выходить. Мама, скажи привет. Вот заходим в магазин. Я смотрю. Вот идем дальше. Где? Его, наверное, убрали. Идем покупать продукты. Наверное, я не знаю, я не была ни разу в этом магазине. Что нам надо? Водичку, может, еще что-нибудь. Я не знаю. Пойдем возьмем 5-литровую водичку. Это что-нибудь? Чипсы. Нет. Ладно. Бесполезно. Дело. Ну вот и началось летом. Таких на выходных вот такая дорога постоянно у нас. Печалька, что мы, конечно, попали в эту пробку. Заезжали в магазин, купили с дочей по мороженке. Я вот такое брала, экзо, мне очень нравится, с кусочками фруктов. Классное мороженое. Купили еще сланцы. Дай, дочь, пакет. Сланцы дай мне. Вот такие красивые сланцы купили. Они с такой дырявой подошвой. Думаю, должна дышать она. Ну, я померила, они прям такие удобные, прям классные. Прям мягенькие такие. А папины дай, дочь? И мужу тоже купила такие же, только вот бело-синие. Тоже такие хорошие. 250 рублей всего стоят сланцы. Набрала всем. И себе, и маме, и папе, всем, в общем. 4 пары купила.
Вот решила снять вам видео, пока мы едем в пробке. А еще мы купили, что мы, дочь, купили? Купили папе доширак, воды обыкновенной, доче йогурт купили. Еще мне мороженое со вкусом Орео. Да, дочь мороженое выбрала со вкусом Орео. Ну вот как-то так. У нас такая Мария. Огромный магазин. А напротив, чуть дальше, вот там, если кому-то видно, синий забор, городская свалка. Шикарно у нас, конечно, магазины строят. Заправка. Что, будем пробовать по чуть-чуть двигаться. Ну, вот уже 20 минут мы едем в пробке. Еще, наверное, столько же будем ехать, только полпути проехали. В России не победить, люди едут по полям в объезд. Где они там только дорогу нашли, вообще поражаюсь. Вон уже нашу деревню видно. Красота. Час для вас. Отправляйте сообщения на сайте radiomir.fm, и они прозвучат в прямом эфире. Ну а также отправить... Нет, как оказалось, вообще даже одной минутки не прошло, и мы спустились вниз. Как-то пробка поменьше стала. Все перестали, наверное, туканить, поэтому... Опять что-то будут строить. Еще, наверное, одно кафе. Одного мало. Земля в аренду. Пожалуйста, кто хочет, налетай. Вот там еще что-то построено. Рынок какой-то, что ли, садово-ягодных культур будет. На каждом шагу уже. Не знаешь, в какой магазин ехать, где тебя сильнее обманут. Приехали в деревню. Подохерела, да, маленькая? Да. Самую малость. А дома нет. Домой не зайдешь. Ой, вообще крындец. Не, идите, что я посветил. Туда сейчас не зайти. И это половина. Еще столько же на крыше? Нет, А это где? все. Половину мы Уже так в вынесли? мешках вынесли. Даже не половину меньше. Офигеть. Да мы устали мешками идти. Ну, такая прелесть у нас родилась. Такая классная штучка. Полосатый. Из рекламы Вискас. Все. Хавай. Поскольку в доме у нас завал, мы чуть-чуть бомжуем. Пьем кофе на улице. Бичуганы вы такие. Ты, подруга, угости сухарем. Спасибо. Не грусти, похрусти. И тот потеряла. Все, собачки, давай неси. Папа, ты такой высокий, что ты в кадр не входишь. Ты то голову отрежут, то ноги. Убираем с дочей двор.
Такую большую территорию нам придется убрать от этого всего мусора. Всем привет. На тебе вот эти грабли, я сейчас сделаю себе грабли. А там же еще одни стояли, нету, да? Нет. Ну ясно. Момент, пока мама работает, папа с дочерью развлекаются. Тележка предназначена для возки воды, а папа на ней катает дочь. Хана ботинку, блин. Капец. Новые ботинки. Сам виноват. Не, что за прикол? Папа у нас придумал, как избавиться от травы, которую запретили жечь. Оказывается, в бочке жечь можно. Веселуха, развлекуха началась.
Ты эту палочку на. Так. Пламечко в бочке горит. Дочь, еще подожгешь, потом, не дай бог, что-нибудь. Давай не надо так делать. Возьми, связать. Ух! Какое? Смотри, какой красивый огонь. Сзади. Да я ж только что сняла. Не, он из коробки вот когда. Ну сейчас была прям просто он поверху был. Не горел, а огонь был сверху, а там дым. Мне нравится дым. Вот есть моменты такие. Классно. Теперь можно рисовать. Решила я проверить, что же там папа у нас на крыше-то сделал. Ой. Прям туда наступай, где я тебе продавил. Сюда. Вот. Нет! Сюда наступи. Я проваливаюсь. Не провалишься. Не настолько жирна. Денис, а как сделать, чтобы дымовуха была? Траву кинуть в бочку. Да. Ой, бляха. Все. Ушла в Поднебесную. Ну, давай покажем, что ты тут наделал. Ну я-то так-то вроде снимал. Вот так у нас выглядит крыша. Вот это все между брусьев выдолбится, весь потолок, и останутся только балки. Да? А, Радмуша? Вот печка была тут. Все, меня бросили, ушли. А, как же я буду слазить? В общем, не знаю, как я сейчас буду слазить. Если это видео закончится на этом моменте, значит, я слезла неудачно. Ага, обрадовались все, да, что я упала, да, там, что все, видео перестало. Нифига, я нормально спустилась. Да, удачно все. Скажите пару слов о вашей работе. And I love you. Ты любишь, типа, да, свою работу? Это ты любишь свою работу, да, сначала? Молодец какой. I love you, Arbeiter. Inch, pinch, Ты вздыхаешь, как будто несчастлива замужем. Да нет, наоборот, счастлива от того, что у меня мужчина такой веселый. Ведьма пошпарила вокруг мангала. Поехали, я тебя прокачу. Ой. Ой. Всем привет. Залазь. Ну давай шустрей. Ну не так, сюда. Ну что ты, я ее повезла кататься. Что в телеге останется, то я вышкребу. Ага. Вот сюда прям залазь на кучу ногами. Повернись ко мне. Куда ты не садись? Просто на корточки сядь, повернись ко мне. Сядь на корточки, возьмись за края. О, неужели? Неужели? Поехали.
Поехали, красивая, кататься. Тут на участке у нас есть вот такой вот куст дикой розы. Можно сказать, дерево, только за ним никто не ухаживал. Сейчас вот нужно его обработать. Покажу в конце, каким он будет. Вот, в общем, каким-то таким он стал. Худеньким, жиденьким. Ну, будет разрастаться. Сейчас распустятся веточки. Еще станет понятней, как его что сделать с ним. По ходу пьесы, в общем, будем определяться. Очень колючее растение, нереально колючее. Я вся искололась. У меня все тело сейчас в таких мурашках колет все. Видать, везде эти шипы. Сейчас покажу. И прям очень-очень колючий. Хуже, чем роза, мне кажется. Не знаю, так будет видно, нет? Вот прям огромные шипы. Ну вот их видно, в принципе. Колючая жесть. Пойдем обрабатывать малину. Ой, с малиной у нас тут тоже беда бедовая. Тут, наверное, какие-то цветы, что ли. Похоже очень на листочки ландышей. Посмотрим, что вырастет. Ну вот как бы наша малина. Сейчас будем приводить все это в порядок. Помощница моя. Мамочка, Молодец. чё у тебя все туфли грязные? Ну вот как-то так случилось. Потому что на огороде грязная земля. Мама, сейчас будет малина. Что сейчас будешь малину? Обрабатывать. Вот. Малину я уже обработала. Так, вот мы работаем сегодня. И да. Мусор малины. Видите? Это все делает мама. Вот это мама, вот это мама. Ладно, мы будем продолжать дальше, а увидимся мы с вами потом. Сжигаем траву. Дальше сейчас полетит. Конь.
там тоже горит. Здесь вот самая большая часть горит. Главное, чтобы сюда Тайсон не... Ну, в общем, вот так будет выглядеть малина. Что-то я не ожидала, что она... Ой, затянется так долго. Так мы подвязали кусточки. Толь лежала до этого. Ну, чтобы, по всей видимости, травы не было. Но все равно кое-где трава есть. Вот это еще предстоит мне завтра, наверное, обработать. Подрыхлила земельку. Обвязала. Вырубила все ненужное. Надеюсь, что ягодка будет вкусная в этом году. Папа с дочей тем временем. Папа гребет, а дочь что-то по навозу лазит. Доча, ты что делаешь? Вырываю. Да ты моя умница. Такая молодец. Сегодня она у нас и граблями работала. И он сейчас корни вырывает от капусты с прошлого года. Такая умница вообще. Помощница растет. Ну вот, сегодня мы молодцы. Все сделали. Двор вот вычистили весь. Ой, ты вообще умничка. Мама даже не ожидала. Двор вот какой у нас стал чистый, красивый, без всякого мусора. Мам, пойдем Прям молодцы. Все сделали. Красота. Что планировали, кроме малины и перекопки смородины. Не успели. Елена Васильевна, вы не успели? Да, Денис Владимирович чуть-чуть не успела. Ну и что, торопиться некуда, все впереди. Уберемся. Бичуганы. Бичи. Здорово, бичи. Мы не бичи, мы работники. Мы сегодня молодцы. Как живется бичуганам на остановке? Прекрасно. Жизнь прекрасна. Ни забот, ни хлопот. Автобус-то скоро подъедет? Ваш лоховоз. Не знаю. Поедим, коль не приедет, пешком пойдем. Ага. Далеко же вам идти-то. До машины, да? Бомжи на тачках у нас ездят. Ну, что нет-то. Как вкусненько. Уезжать совсем не хочется. Ага. Сейчас бы еще столько можно было до вечера сделать. Но, Маму жить. ну еще только 8. Можно еще до 10, пока не стемнеет, смело. За 2 часа я пишу всю малину обработала. Но нужно ехать за дочей. Ведро возьми, там под выключателем всяких ламп. Все. Кончилось? Да? Глазу. Что кончилось? Опилка. Собачки наши сидят Оба. на чистой лужайке Оба. Лежать. вместе. Лежить. Сидеть. Стоять. Танцевать. Красотки. Ты. Что ты, хоббит? Тайсон. Машеньки. Здоровый. Здоровый мужик. Тайсон. Привет. Здоров. Дай лапу. Лапу дай. Тайсон. Лапу дай. Дай лапу. Лапу дай, блядь. Ну, ты ёперный. А что он плачет? Что у него с глазами? Дым. От дыма, Что думаешь? задрожал-то? Нет, что-то у него случилось, он что-то заскучал. Всем привет! Вчера допоздна монтировала видео. И так получилось, что последний ролик, который должен был быть, в котором я говорю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я его нечаянно удалила, поэтому
приняла решение, что нужно уже лечь спать и сказать вам это утром. Вот наступило утро, я вам говорю. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. С удовольствием на них ответим. Вчера был очень такой насыщенный день, сегодня он тоже не менее насыщенный. В общем, сейчас мы только проснулись. Сейчас оденемся, покушаем и поедем заниматься опять делами и все вам показывать.